В этом видео мы сделаем стол с очень интересным эффектом, а также узнаем, можно ли заменить молоко эпоксидкой. В общем, это надо видеть. Приятного просмотра. Эта история началась с того, что мне на глаза попалась вот такая фотосессия. Таких фотосессий уже полно в сети, и делаются они чаще всего при помощи молока, добавленного в воду. Я же решил добиться такого эффекта при помощи эпоксидки и сделать необычный стол. Как вы поняли, я взял дубовый слэб и размечаю его вот таким образом, так как в итоге я хочу получить круглый стол. Поэтому вырезаю лобзиком два полукруга, из которых в итоге получится один круг, как ни странно, со вставкой из смолы по центру, но об этом немного позже. Затем очищаю вот такие места от коры, и это надо делать обязательно перед рейсмусом, так как в коре со временем собирается очень много мусора и песка, а песок является абразивом, а абразив отлично убивает лезвия и тупит их. После рейсмуса наглядно видна разница. Именно столько материала пришлось снять для того, чтобы полностью выровнять заготовки. Для того, чтобы добиться эффекта цветков в молоке, нам понадобятся цветы и молокозаменитель. Так как пластиковые цветы я не особо приемлю, я купил пару веток мелкой кустовой розы. Для того, чтобы не ждать пару дней, пока она высохнет, кладу их в духовку. Хорошо высушенные цветы зальются эпоксидкой без особых сюрпризов и будут выглядеть точно так же даже через несколько лет. Именно поэтому я их и сушу. А пока это рагу из роз доготавливается, я занимаюсь опалубкой. Раскладываю слэбы по своим местам и оборачиваю пластиковой полосой. Ее я добыл в строительном магазине. Изначально это был ПВХ-профиль для откосов. Для этих целей очень удобная штука, стоит недорого, в общем, советую. Но затем все как обычно. Первая ступень защиты — это силиконовый герметик. Работает отлично, на нем в принципе можно было бы и остановиться. Но надо понимать, что он эластичный, и масса смолы, если такая будет, может его просто-напросто выдавить. Поэтому вторую ступень я делаю из автомобильной двухкомпонентной шпатлевки. Именно такая комбинация и схема меня еще ни разу не подводила. Наконец приступаем к самому интересному. Для создания задуманного эффекта в первый слой я лью самую дешевую эпоксидку. Это ED20. Хорошенько подкрасил ее белым красителем и начал раскладывать цветы. У этого состава очень много минусов, но в данном случае они стали плюсами. Во-первых, состав очень густой, что позволило мне разложить все цветы на свои места и в нужном уровне. Во-вторых, этот состав очень быстро схватывается. В итоге я смогу залить следующий слой уже через несколько часов. Второй слой я также подкрашиваю белым красителем, но уже не так плотно, для того, чтобы в итоге получить плавный переход. Спустя сутки, когда второй слой уже схватился, но еще немного липнет, я заливаю следующий, третий и уже финальный слой. Для этого я беру высокотекучий состав. Эта смола очень жидкая и полимеризуется, то есть высыхает 4 дня. За это время все пузырьки выходят самостоятельно, что в данном случае отлично нам подходит. Финальный слой я подкрашиваю белым красителем совсем незначительно. В теории его можно и не подкрашивать, но я очень не хотел получить четкую грань между слоями, так как, на мой взгляд, это немного бы испортило эффект, но тут дело вкуса. Что тут у тебя? Опять какие-то цветочки. Займись уже настоящим делом. Ты уже и забыл, как гантели надо использовать. Глупый ты человек. Да, попользуюсь немного и верну я твои гантели. А это что? Это ссылка, которую я взял в описании этого ролика. Ну кто же так скидывает ссылки? Как умею, так и скидываю.
Можешь не благодарить. А перейдя по ссылке, я скачал на свой компьютер динамичный бесплатный шутер Warface, в который, да и без меня уже играют миллионы игроков. На данный момент Warface кардинально отличается от того, чем был в самом начале. Так что тем, кто давно не заходил, особенно рекомендую. Тут произошло куча всяких обновлений. Новые миссии, режимы, карты, а также новое стрелковое оружие, которое максимально соответствует оригиналу. Отдельное внимание заслуживают PvE-миссии с ежедневными заданиями во всех уголках планеты. Можно сгонять даже в Припять. Также хочу отметить, что игра отлично защищена от читеров, и все тут действительно на равных. Лично для меня это очень важный момент. В итоге я очень благодарен напарнику за ссылку, и также оставляю ее в описании для вас. А мы продолжаем. Но пока смола сохнет, принимаемся за изготовление подстолья. На торцовке я нарезаю заготовки в нужный размер и под нужным углом. Если вас интересуют конкретные размеры, я оставлю файл с чертежом в описании к этому ролику. Скажу сразу, что это не мой чертеж, я точно так же нашел его в сети. На заготовках я помечаю места соединения под косой шуруп. Делаю я его при помощи вот такой приспособы. В итоге мы получили 9 элементов, которые уже совсем скоро превратятся в подстолье. Но предварительно я их хорошенько вышлифовываю. Ребра я обычно скругляю вручную, учитывая, что это дуб, перестараться очень сложно. Следующим этапом склеиваем всю конструкцию и стягиваем детали между собой крэговскими саморезами. И хочется сказать, что они действительно очень отличаются от обычных, так как созданы специально для этих соединений. В итоге элементы стягиваются максимально плотно и дерево не трескается. А излишки клея убираю влажной тряпкой. И так далее со всеми соединениями. В итоге мы имеем вот такую конструкцию, которую я покрываю универсальным твердым маслом. Но пока мы возились с подстольем, смола высохла. Теперь можно снимать опалубку, чем я и занялся. Для того, чтобы получить идеально круглую столешницу, высчитываем центр нашего овального круга. Засверливаюсь в центре, и тут главное не перестараться. Иначе сверло немного изменит всю композицию, появившись среди цветков. При помощи вот такой приспособы начинаем вырезать уже круглый круг. По несколько миллиметров за проход. Спустя уже 5 проходов и часа полтора времени мы получили идеальную круглую столешницу, нижнюю часть которой я прохожу фрезой под 45 градусов. Так столешница станет визуально легче. Вообще работа с эпоксидкой в столярной мастерской это не самое приятное занятие, так как стружка и пыль от эпоксидки очень сильно магнитится и плохо удаляется обычным способом. А также, несмотря на то, что эпоксидка мягче дерева, она очень здорово тупит лезвие. В итоге, после даже небольшой работы с эпоксидкой, мастерская выглядит вот так. Советую учитывать этот факт, если вы собираетесь заняться подобными изделиями в своей чистой столярной мастерской. Ну а я перешел в более грязное, предназначенное для этих целей место. И при помощи фрезера, каретки и двух направляющих вывожу верхнюю часть столешницы в уровень.
Затем при помощи шлифмашинки убираю следы от фрезы и вышлифовываю всю поверхность в идеал. И уже теперь покрываю лаком. Это специальный глянцевый лак для столешниц. В итоге вот что получилось. В целом я доволен, но очень бы хотелось услышать ваше мнение. Насколько по 10-бальной системе получилось добиться задуманного эффекта? Пишите свое мнение в комментариях, а если ролик действительно был полезен и понравился, только тогда ставьте лайк. Для меня это очень важный показатель. Спасибо.